Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, досточтимый отец Георгий, дорогие братья и сестры, трудно передать чувства, которые я испытываю всякий раз, когда посещаю это место. Место, связанное с моим учителем, духовным отцом, человеком, который решающую роль вообще сыграл в моей жизни. Я редко об этом говорю, но один эпизод, который круто поменял мою жизненную траекторию. Я учился, хорошо учился, и возникла у меня мысль, что вначале, хотел стать священником с самого раннего детства, сколько себя помню. Но потом подумал, что надо все-таки получить какое-то образование, а потом уже пойти в семинарию. И пришел на прием к владыке митрополиту Никодиму. И он спросил меня о моих планах. Я говорю, я бы хотел поступить в университет. У меня очень хорошо было по физике, математике. Думаю, немножко так по этой области поработаю, может быть, получу какую-то квалификацию. А потом в семинарию. И тогда слова, которые владыка Никодим сказал, запали мне в душу. Он сказал, знаешь что, если взять физиков и математиков в Советском Союзе, то их можно от Ленинграда до Москвы поставить в ряд, а священников сейчас не хватает. Поэтому давай-ка ты без всякой физики и математики в духовную семинарию. Так я сразу и после школы и поступил в семинарию, потом в академию. Владыка меня привлек к работе в качестве своего личного секретаря. Потом как-то возник вопрос о принятии монашества, он тоже этому всячески содействовал. И от его рук получил постриг и все хератонии, и диаконскую, и священническую, и архиерейскую. То есть с этим человеком связана вся моя жизнь. И если бы он не встретился на моем жизненном пути, наверное, мы с вами бы сегодня в этом месте не встретились. Поэтому вспоминаю владыку с большой любовью, с признательностью, всегда о нем молюсь. И радуюсь, что память о нем сохраняется в церкви, и особенно в этих местах, которые связаны с жизнью владыки Никодима, с его детством, с его молодостью, и со всей его последующей жизнью. Пусть память о этом величайшем иерархе русской церкви, не убоюсь так сказать, который создал в невероятно трудных условиях целое поколение нового епископата, обеспечив апостольское преемство в нашей церкви, потому что он трудился в самое тяжелое время хрущевских гонений. И то, что он сделал, мало кто был способен сделать то, что он сделал. Поэтому всегда прошу помнить в молитвах владыку Никодима. Еще раз хочу вам сказать, выдающегося иерарха. Он должен был быть патриархом, несомненно, потому что весь практически епископат был за него. Авторитет у него был огромный, за него была церковь, но против него была власть, потому что боялась сильного патриарха. И тогда Совет по делам религии пригласил владыку Никодима, и председатель такой был, товарищ Кураедов, сказал, да, вы выдающийся, вы там самый-самый, но вы не можете быть патриархом. Когда он сказал, а почему? Такой сильный иерарх, сейчас не должен возглавлять церковь. И вы не просто должны отказаться от этого, а вы должны сделать все, чтобы патриархом стал другой. Я помню состояние души владыки, он не был никаким карьеристом, но он понимал, что никто не может с ним сравниться по способностям, по возможности влиять на церковно-политическую ситуацию. И он вынужден был отказаться и сделать все, чтобы патриархом стал другой. Конечно, это не могло пройти мимо его здоровья. Через какое-то время он получил инфаркт, а потом эти инфаркты стали случаться чуть ли не каждый год, и владыка умер в рассвете сил. Такой выдающийся иерарх был связан с этой землей, с этим храмом.
Я думаю, что, может быть, можно сравнить его с патриархом Сергием, который действительно в самое тяжелейшее время XX века сумел спасти нашу церковь. Вот так владыка Никодим, не будучи патриархом, реально помог избавить нашу церковь практически от разгрома в этот страшный период так называемых хрущевских гонений. Вот рассказывая вам все это, я хотел бы, чтобы каждый из вас понял, что человек, который связан с этим местом, владыка митрополит Никодим, это выдающийся иерарх русской церкви, если даже брать всю историю нашей церкви. И поэтому, пожалуйста, не забывайте его в своих молитвах. Бережно сохраняйте память о владыке митрополите Никодиме. Вот такой удивительный человек, гигант мысли, воли, духовной силы, который умер в 40 с небольшим лет от 7-го инфаркта. То есть человек погиб. Погиб, оставаясь верным своему призванию и своему служению в церкви. Вот эти слова я с особым чувством произношу здесь, в этом храме, с которым связано было детство и юность владыки Никодима. Пусть его память, молитвенная память сохраняется в сердцах наших. Аминь.